Привет, ребята! Beautiful Tati с вами на связи. Немножко хотела рассказать про себя. Я училась в Лондоне все это время. И, получается, была у нас где-то неделю назад заболел первый студент с нашего факультета на коронавирус. Это, получается, 1,5 недели назад где-то было. Вот. У нас сразу весь факультет перевели на онлайн-образование. У нас сразу отменили все, буквально на следующий день, встречи в университете. Но, слава богу, я не контактировала ни с кем до этого, где-то недели 3, наверное, потому что у нас как раз была забастовка, и у нас учителя страйковали. То есть учителя отменили все пары, все лекции, и мы все занимались дома онлайн, и на пары вообще мы не ходили. Но у нас, так как модульная система, то есть у всех учителя разные, то есть у некоторых учителя на страйке были, а у других не были на страйке. То есть вот у меня было 2 класса по понедельникам. Ну вот у меня все 3 понедельника, все лекции были отменены. То есть мои учителя были на страйке. У других ребят там, возможно, были другие модули, и у некоторых ребят преподаватели не бастовали и были на парах, и они пересекались с тем студентом. Вот, то есть нас всех быстренько поместили на карантин. Такая сейчас ситуация, что я узнала, получается, в субботу, да, то есть, что Трамп закрывает границы. Вот в этот понедельник он закрыл полностью в 12 ночи все авиасообщение с Европой. И сейчас могут вернуться только граждане США в Америку исключительно. И их непосредственно близкая семья, это родители и их дети. Все остальные залететь в США на ближайшие 30 дней не могут. То есть я очень быстро, как узнала, что такое заявление, дано было 48 часов. В субботу купила билет. Буквально, когда я узнала, уже через 2 часа у меня был билет, а в час дня на следующий день у меня уже был самолет. Вот, я, в общем, быстро очень вылетела. У меня не было скрининга в Хитро в Лондоне. Когда я прилетела, меня тоже скрининг не делали. А я летела через Хьюстон в Лос-Анджелес. Очень многие люди были в Хитро в масках. В самолете очень много людей было в масках. Антипыльные маски. Вот, с фильтрами такие, знаете, тут фильтр посерединке. Но у меня такой маски супер не было. У меня была обычная маска, но я ее как бы не снимала, постоянно была в ней. И вот была в Лос-Анджелесе 2 суток. И сейчас отправилась в Аризону, у меня еще телефон не работал, я еще заехала поменять оператора. И еще вчера в этом магазине AT&T проторчала часа 2. До этого за день я проторчала в Спринте часа 2. Вот. Ну, в общем, особо никуда не заезжала. Единственное, где я была, там это покушала в Panera Bread. Ну, на заправках заезжала, везде одевала маску. В общем, пока я сейчас в Аризоне, вот у меня вчера вечером начался сильный кашель. Не знаю, с чем это связано. Потом я попила горячей воды на ночь именно. Я больше 10 лет работала с китайцами, и при заболеваниях они пьют горячую воду. Особенно если есть температура или кашель, или что такое. Они не пьют никаких чаев, они тупо пьют горячую воду. Я именно так и делала. Я очень доверяю китайской медицине. И по коронавирусу Китай, получается, сейчас эту систему, проблему очень быстро как бы взял под контроль. У меня очень много в Лондоне студентов, то есть моих друзей, они все с Китая. И также у меня очень много друзей, так как я и жила в Китае, и работала с китайцами, как я уже сказала, очень долго. Сейчас я еду в Urgent Care, потому что вчера я не хотела звонить 911. Вызывать 911, это сразу придет счет на $500. Ну, как бы я не думаю, что надо до такой степени паниковать. Я решила поспать ночью, потому что я звонила на горячую линию. Там робот ответил, что только работают часы приема аптеки. Я так поняла, что окей, буду ждать до утра. Сейчас вот утро, и они там меня посмотрят и скажут, есть ли у меня симптомы. Если есть, они мне сделают тест. Я хочу посмотреть, как это сейчас все будет происходить, потому что я знаю, что в Англии все это везде апдейты идут, что если что, обращать в медицинскую службу, они везде номера указывают, все. Вот здесь мне пришлось немножко погуглить, чтобы узнать, то есть никаких автоматических сообщений на телефон не пришло по горячей линии. То есть я позвонила в аптеку, мне сказали телефон, я начала звонить туда, там сказали звонить в Urgent Care, в одну Urgent Care позвонили, там ничего нет, в другой Urgent Care позвонили, там, в общем, сказали, что только 2 теста осталось, все уже закончено. Я нашла все-таки Urgent Care, где еще есть тесты,
и где, если надо будет сделать тест, то есть они этот тест сразу сделают. Надеюсь, ничего серьезного, надеюсь, это просто там, я не знаю, смена климата, еще что-то. Я очень надеюсь, потому что я реально заболеть не хочу, тем более, что у меня сейчас дедлайны по университету, мы онлайн учимся, и здесь, в США, я буду продолжать свою учебу по своему английскому университету. Вот. Я еще в гостинице в Лос-Анджелесе забыла свою куртку теплую. Вот. Они мне, правда, ее нашли и будут высылать по почте. Ну, в общем, сейчас жду. Ну, и погода не радует в Аризоне. Здесь не очень часто дождь, но сейчас именно вот дождь. И такая погода, как бы, немного, да, которая только этот вирус еще больше разгоняет, что холодно. Ребята, я сейчас нахожусь в Virgin Care, здесь в США, в городе Тюсон, Аризона. Мне померили температуру и сказали, что все у меня нормально в плане температуры, в плане давления. То, что нет температуры, это уже хороший знак, потому что у меня дома нету градусника, и купить градусник сейчас вообще невозможно в США. Но они знают, что у меня был очень длительный перелет с Лондона через Хьюстон в Лос-Анджелес, и с Лос-Анджелеса на машине ехала полностью через Феникс в Тюсон, и они сказали, что сейчас вернутся и скажут мне, что они будут делать. Вот жду, а сейчас придет медсестра, и что она мне скажет. Хотя бы здесь есть перчатки, вот я одела перчатки, и есть санитайзер, работающий причем. Вот, так что fingers crossed, как говорится. Меня протестировали на коронавирус и сказали, что результаты надо ждать от 3 до 5 дней. И то, что они на прошлой неделе людей тестировали, результаты уже больше недели еще не получены. То есть мне сказали, результаты ждать можно до недели. Сам тест занял, совсем недолго. Сначала медсестра меня посмотрела, померила температуру, давление. Потом другая медсестра пришла, меня послушала. Она прослушала мою грудную клетку и послушала сзади меня. Вот. А потом пришла, сказала, что да, мы вас хотим протестировать. Вот. Потом пришла такая барышня, вся полностью одета в защитный костюм, с специальной маской на лице, с такой защитной пластиковой прозрачной маской. У нее еще тут была маска, очень полностью защищена. У нее была такая ампула с какой-то жидкостью внутри, и она говорит, я сейчас вам засуну в нос такую как палочку, она говорит, будет немножко больно. Она мне засунула, я закрыла глаза, вот в нос очень глубоко. Но это не было, в общем-то, сильно больно, я бы сказала. И потом чуть-чуть покрутила, высунула, и потом другую ноздрю засунула, и тоже чуть-чуть покрутила и высунула. И, в общем-то, это был весь тест. Он занял, буквально там, я не знаю, 5 минут, наверное. Я даже сфотографировала свою ампулу, и мне ничего не давали, не выписывали пока никаких лекарств. Они просто хотят увидеть, какие у меня результаты. И сказали, что меня будут контактировать по телефону о всей дальнейшей информации. Буду ждать и смотреть, как ситуация будет продвигаться. Сказали, что эпидемиологическая служба выйдет со мной на связь. Дали мне вот такую документацию. Написана инструкция, как действовать с коронавирусом. Вот видно, вот мои документы. Вот меня протестировали, вот дали инструкцию про коронавирус. COVID-19. В общем-то, сказали не выходить, пока я не получу результаты, так что в ближайшие дни все равно погода не очень. Но у меня проблема то, что у меня пустой холодильник, я должна сейчас заехать за продуктами, я буду в маске, сказали маску не снимать вообще. И закупиться так, чтобы мне хотя бы на неделю до результатов хватило. Я думаю, что, наверное, вам интересно, потому что я знаю, во многих странах с тестами очень большая проблема. Но я знала, что в США я смогу протестироваться, я была в этом уверена. Все это оказалось очень легко, быстро и доступно, без никаких проблем. Это, наверное, то, что меня единственное порадовало за последние 3 дня, потому что то, что я не могла найти вообще ни масок, ни перчаток, ни санитайзеров, вообще все раскуплено. Поэтому я думаю, что это, наверное,
то, что я смогла пройти тест, это одно из самых положительных, что пока случилось, так как у меня был длительный перелет, и я переживаю, чтобы у меня тест не был тест положительный, чтобы он был негативный. Вот. Но я надеюсь, что все будет окей. Вот. Буду держать вас в курсе, когда придут анализы. В общем, запишу еще одно видео, сообщу, как у меня результаты. Вот, но вы себя берегите, пожалуйста, носите защитные маски, перчатки, санитайзеры, обрабатывайте все, потому что этот вирус, который живет на пластике, на стекле и на разных материалах, и на бумаге. Вот, поэтому просто знайте, если вы что-то трогаете, потом трогаете свой нос или лицо, или губы, или глаза, вы можете заразиться, потому что сразу это идет прикосновение к слизистым. Поэтому не трогайте, надевайте маску в том случае, что когда вы в маске, вы не потрогаете там свой нос или свои губы или свое лицо. Это уже как бы вас защищает. Я обрабатывала руки вот санитайзером до этого, и из дома я выезжала. Вот, поэтому я знаю, что все как бы чисто, но все равно просто знайте, что вирус, он живет достаточно долго на поверхности, и он не умирает сразу. И уже есть определенные исследования, говорят, что он живет в воздухе также. Вот, поэтому берегите себя, берегите своих родных и близких. И, в общем, держите кулаки за меня и за весь мир, потому что ситуация, конечно, очень напряженная. Мы должны, как говорится, все держаться и помогать друг другу, и все быть сплоченными сейчас. Чао!